Привет, Cover Project. Меня зовут Алексей Николашин. Я руководитель и архитектор архитектурного бюро SL Architects. И сегодня я хочу пригласить вас в наш новый проект. Наш проект расположен под Москвой на сравнительно небольшом участке. Площадь дома 1000 квадратных метров. С заказчиками мы познакомились достаточно давно. Это молодая семья, у них занимаются IT и инновациями. И у нас был запрос на интересный, современный дом. С одной стороны простой, с другой стороны, конечно, нам хотелось сделать какие-то отличительные черты, чтобы он не был похож ни на один остальной и радовал хозяев долгое время вперед. Заказчики очень хорошо разбираются во всем современном. Был бриф, чтобы это было просто и со вкусом. И для нас это был определенный вызов, поскольку проект мы делали несколько лет назад. Мы в этом проекте применили не характерные на то время ни для нас, ни для наших коллег различные архитектурные приемы и решения. На нашем участке справа и слева были соседи, поэтому для нас было важно сохранить приватность дома и расположить дом таким образом, чтобы ни соседи не видели нас, ни мы не видели соседей. Это продиктовало планировку самого дома. Например, гараж мы развернули таким образом, что ворота гаража не видны с главной улицы. Это тоже способствовало определенному облику дома и его внешнему виду. Еще один из приемов, здесь мы попробовали сделать тонкие крыши, что в дальнейшем стало, наверное, стилистикой нашего бюро, и что мы развиваем уже много-много лет в наших последующих проектах. Также в качестве акцента мы на фасаде применили настоящую медь, которая с течением времени и погоды приобрела настоящий зеленый цвет благородный. И сейчас вот эта вот как раз стена из медных листов, она является символом дома, и он очень узнаваем. Во-первых, со стороны входа мы большой-большой елью отгородили стеклянную лестницу, чтобы с улицы была приватность. Но с другой стороны, когда ты идешь по этой лестнице внутри дома, ты чувствуешь много воздуха, много света, и это здорово. Со стороны внутреннего двора у нас ландшафт достаточно простой, минималистичный, что как раз отражает саму стилистику дома. Основным акцентом это был бонсай. Он расположен по оси входа, по оси столовой, по оси стеклянного фонаря над столом. И он всегда радует глаз, когда ты входишь в дом или обедаешь с друзьями за столом. Для нас экспериментальным было делать стеклянную крышу в зоне столовой, но мы ее сделали с подогревом. Стекло наклонено. Конечно, его время от времени нужно чистить. Но зато во все остальное время это приносит невероятно много света и такого эффекта воздушности в наш интерьер, что достаточно редко для домов такого уровня. Построив этот дом, сделав интерьер, мы заказали красивую мебель, мы продумали всю отделку, и как раз ковры дополнили всю эту картину и связали интерьер воедино. Ковры являются таким же предметом искусства, как и картины, как и скульптуры, которые ставят финальный штрих в любой законченный, продуманный интерьер. В данном проекте мы пошли еще дальше, поскольку у нас есть несколько аутдор-зон. Это зона столовой, зона отдыха и зона летней кухни. Мы разместили ковры и там. И тем самым еще больше связали интерьер и экстерьер за счет применения ковров в этих зонах. У компании Art Weaver огромное количество ковров. Они с помощью декоратора привозят эти ковры, предлагают различные миксы. Это все очень классно подобрано, и остается только выбрать. У бренда Art Weaver в этом проекте была непростая задача. Мы попробовали в моем лице, как декоратора, сценографа, создать некую сценографию ковров.
Сейчас это набирает обороты, это становится актуальным, интересным, потому что вносит в интерьер немножко живости. Если говорить вот про эту зону, в которой мы сейчас находимся, то здесь комбинация из, по-моему, 4 ковров, и они все разной фактуры. Это очень интересно, потому что здесь присутствует ковер из кашемира и шелка. Он в комбинации с джутом, с абсолютно таким грубым, да, очень приятным для ног. То есть выйти босиком на такую террасу очень актуально. Шерсть, причем стриженная шерсть со сложной стрижкой. По цвету я попробовала собрать все-таки такую композицию, которая перекликается с архитектурой пространства, да. Вот черные элементы, они подчеркивают все-таки фрагменты, да, которые присутствуют в доме. Джут уводит нас немножко к природе, туда, к гальке, к камушкам и так далее. И некая такая очень легкая геометрия выражена стрижкой, которая просто задает немножко динамики. Art de vivre от французского – это искусство жить, и мы несем эту философию, эту гармонию и легкость. Да, историю перехода экстерьера в интерьер мы стараемся использовать в каждом нашем проекте. Здесь это особенно подчеркнуто за счет больших панорамных окон. В отдельных зонах эти окна раздвигаются, и профиль самих окон за счет швейцарской системы, он утоплен в пол и потолок. То есть мы видим только стекло и ничего лишнего. Правильно подобранные материалы в интерьере и в ландшафте как раз дополняют друг друга. То есть если бы у нас не было больших окон, то интерьер был бы, наверное, слишком сухим и минималистичным. И если бы, наоборот, не было такого интерьера, то ландшафт был бы слишком природным. Но вот когда через окна мы видим из интерьера экстерьер и наоборот, то это тот самый классный микс, который и позволяет наслаждаться этим в любое время года. Интерьер у нас в очень светлых, сдержанных цветах. Где-то есть акценты из такого яркого рыжего дерева, это деревянные панели. Классно сочетаются фактуры и текстуры ковров, штор. И все вместе это как раз такой классный безупречный микс этого интерьера. И для нас, конечно, очень важны слова заказчиков, которые прожили в этом доме уже несколько лет. И мы видим, что интерьер, он не устаревает, он живет своей жизнью, но он абсолютно актуален и сегодня. И я уверен, что он будет еще актуален много-много-много лет вперед. Пространство первого этажа максимально открыто. Здесь есть и кухня, и столовая, и большая зона гостиной, и лестницы. Это все достаточно сложное пространство, но эти зоны классно дополняют друг друга. Также все эти зоны имеют огромное панорамное остекление с видом во двор, на наш красивый ландшафт, и есть много света и неба в нашем интерьере. С левой стороны у нас есть выступающий блок, это вторая гостиная. Она сделана в другой стилистике, там есть деревянный потолок, там есть большой камин, там есть зона с очень классной аудиосистемой, где наши заказчики любят слушать музыку в хорошем качестве. И также эта зона имеет раздвижное остекление с минимальной рамкой, которая позволяет объединить как раз зону аутдор и индор. То, что для нас важно в каждом проекте, но мы это делаем немного по-разному всегда. Но одной из интересных таких фишек этого дома – это скульптуры 2 слонов, которые стоят возле кабинета хозяев. Для них это символ крепкой семьи, и, в принципе, это животное очень любимо в этой семье. И мы это отразили в виде 2 арт-объектов, которые зимой и летом стоят на улице и через большое панорамное остекление радуют наших заказчиков собой. Я думаю, в целом этот дом имеет стандартную планировку, но есть некие нестандартные фишки, такие как большое двухсветное пространство при входе, потому что во многих домах, наоборот, второй свет стараются делать в гостиной, а мне кажется, это не очень уютно
это очень помпезно, но все равно уходят в какую-то зону с низкими потолками. А при входе много света — это всегда очень welcome для тебя и для гостей. Этот дом однозначно является идеальным современным домом. И для меня идеальный современный дом, я думаю, это некое сочетание нескольких факторов. Это хорошая архитектура, где нет ничего лишнего, где ты чувствуешь, что над этим домом, и видишь, поработал архитектор. Второе — это грамотная планировка и функциональность дома. И третье — это интерьер, который дополняет экстерьер дома внутри. Вот когда все эти вещи взаимосвязаны, то это залог успеха. Я думаю, будущий клиент прежде всего должен найти своего архитектора, с которым ему будет комфортно на протяжении всего этапа проекта и реализации дома. Второе — это, несомненно, архитектор должен оставаться до финальных штрихов проекта, то есть участвовать в реализации дома, иначе смысл заказывать проект просто пропадает. Сам заказчик никогда не сможет построить, просто имея бумажный проект, дом, который придумал архитектор. То есть важно доверие, комфорт, и все получится. Я думаю, самое главное в этом проекте для нас то, что мы смогли реализовать все наши идеи, пройдя сквозь разные сложности, не пошли ни на какие компромиссы, сделали все, как задумали, с поддержкой наших заказчиков. И это, я думаю, самое сложное и самое главное в этом проекте. То, что получилось все, как мы задумали.